В 1956 году спор за Суэцкий канал в Египте привел к международному кризису и войне. Две слабеющие колониальные страны, Великобритания и Франция, рассчитывали на легкую победу над Египтом, но были вынуждены унизительно отступить, поскольку новые мировые сверхдержавы продемонстрировали свою мощь. Это был яркий знак того, что эпоха европейского империализма закончилась, а на ее место пришел новый международный порядок. Сегодня об этом мало кто помнит, но события 1956 года имели огромные последствия для Советского Союза, Великобритании и Франции, арабского мира, Израиля и Соединенных Штатов Америки. Это история Суэцкого кризиса, последствия которого опередили ход мировых событий на десятилетия вперед. В 1869 году мировое судоходство преобразилось благодаря открытию Суэцкого канала. Этот рукотворный водный путь длиной 160 километров через египетскую пустыню сократил путь из Европы в Азию на 8000 километров, поскольку кораблям больше не нужно было плыть вокруг Африки. Его строительство, которым руководил французский дипломат Фердинанд де Лессепс, заняло 10 лет и стоило жизни многим тысячам египетских рабочих. Компания Суэцкого канала, которая владела и управляла каналом, была частной компанией, принадлежавшей акционерам, среди которых были французские, австрийские и русские инвесторы, а также правитель или хедив Египта Исмаил Паша. В 1875 году, чтобы расплатиться с огромными долгами, хедив продал свою 44% долю в компании канала британскому правительству. Будучи одной из величайших империй и военно-морских держав, Великобритания изначально выступала против канала, видя в нем потенциальную угрозу, но вскоре оказалась его главным бенефициаром. 80% судов, использовавших канал, были британскими, и он стал жизненно важным связующим звеном с восточными колониями Британской империи и жемчужиной в короне Индии. Поэтому контроль над каналом и безопасность Египта стали важнейшей стратегической задачей Великобритании. В 1882 году, когда гнев египтян на вмешательство Европы в дела их страны вылился в националистическое восстание, возглавляемое полковником Араби Пашой, британцы направили военные силы для вмешательства. Египетская армия была разгромлена, и Египет фактически стал британским протекторатом на следующие 60 лет. Британский контроль над Суэцким каналом был важным стратегическим преимуществом в обеих мировых войнах. Но после победы во Второй мировой войне Британская империя начала терять свои позиции. Индия, Пакистан и Бирма обрели независимость. В Малайе, Кении и на Кипре произошли восстания против британского правления. Египет получил официальную независимость в 1922 году, но Великобритания продолжала размещать там войска и управлять многими делами страны. Только в 1947 году британские войска были выведены в так называемую «зону канала» согласно ранее заключенному соглашению с королем Египта Фаруком, по которому британцы могли держать там свои базы до 1956 года. Но египтяне были настроены против Фарука. Они обвиняли его в неспособности предотвратить создание еврейского государства Израиль и в поражении Египта в последовавшей за этим арабо-израильской войне. Они также обвиняли короля Фарука в том, что он позволил британским войскам остаться в Египте. В зоне канала британские солдаты и гражданские лица
подвергались нападению со стороны все более враждебно настроенного местного населения. Беспорядки, поджоги и перестрелки, в результате чего британцы ввели военное положение. К 1952 году группа националистически настроенных офицеров египетской армии, известная под названием «Движение свободных офицеров», взяла верх. Они захватили власть в результате военного переворота. Король Фарук был вынужден отречься от престола и отправился жить в роскошное изгнание в Италию. В следующем году Египет был провозглашен республикой. Новым лидером и президентом Египта стал полковник Гамаль Абдель-Насер, убежденный и харизматичный арабский националист, решительно настроенный на освобождение Египта от иностранного влияния. Суэцкий кризис 1956 года показал миру значение стратегического анализа и прогнозирования. Сегодня эти навыки доступны каждому благодаря курсам по Data Science. Это область, фокусирующаяся на разработке нейросетей и искусственного интеллекта. Именно они дают нам возможность быстро собирать и анализировать огромный объем информации, на обработку которой у человека уйдут годы жизни. Также нейросети играют значимую роль в науке, бизнесе и повседневной жизни, делая профессию дата-сайентиста одной из самых востребованных, с высокой средней зарплатой в России около 180 тысяч рублей. Хотите стать одним из них? Тогда регистрируйтесь на курс Data Scientist с нуля до Pro от онлайн-школы Skill Factory. Курс был разработан практикующими разработчиками из крупных IT-компаний совместно с академиком РАН из МГУ имени Ломоносова, лауреатом премии ЮНЕСКО в области цифровых технологий в образовании Алексеем Львовичем Семеновым. Программа подойдет людям без опыта в IT. Всему научат с нуля. Реальность такова, что компании при поиске сотрудников не особо жалуют людей без опыта работы. Поэтому в Skill Factory делается основной упор на предоставлении студентам практического и реального опыта. 80% практика на проектах от реальных заказчиков. Благодаря этому вы создадите сильное портфолио, которое сможете презентовать работодателю. Карьерный центр помогает грамотно составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти работу. А если найти работу после обучения не получится, то Skill Factory вернет вам деньги. Эти условия прописаны в оферте. Для всех подписчиков канала мы со Skill Factory подготовили промокод EPIC45, который позволит записаться на курс Data Scientist с нуля до Pro с максимальной скидкой 45%. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании и сделайте первый шаг к главной профессии будущего. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. В 1950-х годах Америка и Запад были вовлечены в противостояние с Советским Союзом, известное как «Холодная война». Так называемый «железный занавес» разделял Европу на коммунистический Восток и капиталистический Запад. По всему миру каждая сторона пыталась завоевать друзей и ограничить влияние другой. Египет, крупнейшее и самое могущественное арабское государство, стал бы ценным приобретением для любой из сторон. Но в какую сторону повернет президент Насер? Президент США Дуайт Эйзенхауэр хотел склонить Насера на свою сторону, но не мог удовлетворить его просьбу о крупной сделке по поставке оружия. Оно, скорее всего, было бы использовано против Израиля, у которого было много сторонников в США. Вместо этого США и Великобритания предложили профинансировать строительство Асуанской плотины, центрального элемента плана Насера по модернизации египетской экономики. Британия также согласилась вывести свои войска из зоны Суэцкого канала к июню 1956 года. Но затем напряженность на границе между Израилем и его соседями достигла предела, когда израильская армия атаковала контролируемую Египтом Газу, убив 38 египетских солдат. Рейд в Газу заставил Насера принять решение о быстром усилении и модернизации египетской армии. Поскольку США не захотели помочь, Насер обратился к советскому блоку и подписал крупную сделку по закупке современных танков и самолетов у коммунистической Чехословакии.
Эта сделка была воспринята как огромный триумф во всем арабском мире. Насер еще больше разозлил Америку, установив дипломатические отношения с коммунистическим Китаем. Для Эйзенхауэра стремление заключить союз с Насером обернулось большой головной болью, и предложение США и Великобритании профинансировать строительство Асуанской плотины было отозвано. Это был шаг, имевший серьезные глобальные последствия, которые ни Британия, ни Америка не предвидели. – 26 июля 1956 года Насер ошеломил мир, объявив, что Египет немедленно национализирует компанию Суэцкого канала. «Мы прорыли канал ценой наших жизней, наших черепов, наших костей, нашей крови», — сказал он. «Деньги наши, и Суэцкий канал принадлежит нам. Мы построим Асуанскую плотину сами. Если Британия и Америка не будут финансировать строительство плотины, Насер намеревался финансировать ее сам, используя прибыль от компании Суэцкого канала. Его речь вызвала восторженный отклик у народа Египта. Поступок Насера был абсолютно законным. Акции компании могли бы быть выкуплены по справедливым ценам, однако его решение могло спровоцировать международный кризис, войну и новую эру в расстановке мировых сил. В Великобритании премьер-министр сэр Энтони Иден с яростью отреагировал на то, что он расценил как серьезную атаку на британские национальные интересы. Через Суэцкий канал проходило 15 тысяч судов в год. Из Ближнего Востока они привозили жизненно важный ресурс, без которого британская экономика не могла выжить. Через него сегодня проходит около половины нефти, без которой промышленность нашей страны, Западной Европы, Скандинавии и многих других стран не сможет продолжать работать. Это вопрос жизни и смерти для всех нас. Насер, по словам Идена, перекрывает Западу кислород. Будучи министром иностранных дел Великобритании в 1930-х годах и во время Второй мировой войны, Иден создал себе репутацию, выступая против умиротворения, политики, направленной на поддержание мира путем уступки требованиям диктаторов. Но теперь, когда слабое здоровье и расшатанные нервы пошатнули его рассудок, он убедил себя, что Насер – это еще один Гитлер или Муссолини, арабский диктатор, которому Британия должна противостоять. Египетский президент, решил он, должен уйти. Премьер-министр Франции Ги Молле согласился с оценкой Идена. У него была дополнительная причина желать ухода Насера. Франция вела ожесточенную войну в северной африканской колонии Алжире против националистических повстанцев, обученных и снабжаемых Насером. Великобритания и Франция начали тайно планировать военную операцию, чтобы захватить контроль над Суэцким каналом, отстранить Насера от власти и подтвердить свой статус крупнейших мировых держав. Тем летом, под давлением американцев, Иден согласился провести у себя международную конференцию в последней попытке найти мирное решение кризиса. В день открытия Суэцкой конференции в Ланкастер-хаус в Лондоне, естественно, собралось немало народу. На ней были представители 22 государств. Только две страны, Египет и Греция, отклонили приглашение на судьбоносную встречу. 18 из 22 стран поддержали позицию Великобритании и Франции, предложивших вернуть Суэцкий канал в международное владение. Это предложение было категорически отвергнуто президентом Насером. Государственный секретарь США Джон Фостер Даллас
заявил британцам, что тем не менее Америка не поддержит нападение на Египет. Даллас твердо верил, что военные действия против Насера подтолкнут весь арабский мир в объятия Советов. Кроме того, президент Эйзенхауэр баллотировался на переизбрание и не хотел отвлекать внимание. Это было предупреждение, которое Иден роковым образом проигнорировал. Британия и Франция уже выбрали путь к войне. Первыми удар по Насеру нанесли не Британия или Франция, а Израиль. 29 октября израильские десантники высадились на египетском Синае, захватив стратегически важный перевал Митла и подготовив почву для вторжения сухопутных войск. В ООН Израиль настаивал на том, что действовал в порядке самообороны против рейдов палестинских боевиков, известных как фидаины, действующих с баз в Газе и на Синае. Было принято решение стереть с лица земли базы на Синае, с которых вновь начались убийства, смерти и разрушения. Но на Синае не было баз фидаинов. Великобритания и Франция, заявив, что действуют от имени международного сообщества, выдвинули ультиматум обеим сторонам – прекратить боевые действия в течение 12 часов и отвести все силы на 16 километров от Суэцкого канала, или они вмешаются, чтобы обеспечить выполнение требований. Египту фактически было предложено отказаться от Синая и канала. Израиль принял условия. Насер отказался. Поэтому 31 октября британские и французские самолеты, взлетев с авианосцев в Средиземном море и баз на Кипре и Мальте, начали бомбить египетские аэродромы, объекты ПВО и инфраструктуры. Но не все было так, как казалось. Премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион уже много месяцев рассматривал возможность нападения на Египет. К этому его подталкивал Моше Даян, командующий вооруженными силами Израиля, занимавший позицию ястреба. Насер, как и все лидеры арабских государств, не считал новое еврейское государство легитимным. Теперь, получая современное оружие из Чехословакии, он рассматривался как потенциальная угроза выживанию Израиля. Они также были полны решимости положить конец египетской блокаде Тиранского пролива, которая препятствовала доступу Израиля к Красному морю и ограничивала возможности для торговли. Франция хотела заключить союз с израильтянами, чтобы избавиться от Насера. Но британский премьер-министр сэр Энтони Иден опасался, что его сочтут агрессором. Тогда французы предложили идею. В Севре, недалеко от Парижа, представители Великобритании, Франции и Израиля тайно встретились, чтобы спланировать войну. Израиль вторгнется в Египет, что позволит Великобритании и Франции, изображающим из себя миротворцев, выдвинуть ультиматум, который, как они знали, примет только Израиль. Затем, заявив, что действуют для защиты канала, они вторгнутся в Египет и свергнут Насера, хотя у них не было никакого реального плана, что делать после его ухода. Прошли годы, прежде чем стали известны все подробности этого заговора. «5 ноября, после недели бомбардировок и победы израильских войск на Синае, британские и французские десантники были сброшены на цели в районе Порт-Саида и Порт-Фуада в устье Суэцкого канала.
Оказавшись на земле, они быстро захватили египетские аэродромы и ключевые объекты инфраструктуры. На следующее утро, под прикрытием истребителей и морских бомбардировщиков, началась высадка британских и французских войск. В течение всего дня шли ожесточенные уличные бои. Но египтяне сильно уступали в численности, и бой получился односторонним. Около 600 египетских солдат и полицейских были убиты. Британцы и французы потеряли всего 26 человек. Больше всего пострадало мирное население Египта. Около 1000 человек погибли, а еще больше остались без крова в результате воздушных налетов и обстрелов. К концу дня британцы и французы контролировали ситуацию. Но они не смогли помешать Египту устроить диверсию на самом Суэцком канале. Египтяне затопили корабли в узком месте канала, перекрыв судоходство и выведя его из строя на несколько месяцев. Нетрудно было понять, что британцы, французы и израильтяне действуют заодно. И в Организации Объединенных Наций мировое мнение быстро обернулось против них. В кои-то веки США и Советский Союз были едины в осуждении. Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев даже пригрозил обстрелять ракетами Париж и Лондон. Президент Эйзенхауэр считал, что вторжение не имело ни моральных, ни юридических оправданий, и он был в ярости на своего британского союзника за то, что тот действовал за его спиной. Британское и французское правительство предъявили 12-часовой ультиматум Израилю и Египту, после чего последовало вооруженное нападение на Египет. С Соединенными Штатами не было проведено никаких консультаций по поводу ни одного из этапов этих действий. И мы не были проинформированы о них заранее. Мы также имеем право занимать позицию в соответствии со своими принципами, поскольку мы не признаем использование силы в качестве мудрого или надлежащего инструмента для разрешения международных споров. Эйзенхауэр хотел, чтобы внимание мировой общественности было приковано к Венгрии, где советские войска в тот момент подавляли восстание. Вместо этого безрассудное вторжение Великобритании и Франции могло подтолкнуть арабские страны к сближению с Советским Союзом. В Совете Безопасности ООН Великобритания и Франция использовали свое право вето, чтобы блокировать резолюции, критикующие нападение Израиля на Египет или их собственное вмешательство. Но теперь, когда обе мировые сверхдержавы осудили их нападение, им предстояло голосование в Генеральной Ассамблее и угроза санкций ООН. Экономика Британии и до начала кризиса была неустойчивой. Теперь страхи рынка привели к обвалу британской валюты, что грозило экономической катастрофой. Спасти Британию мог только крупный кредит от Международного валютного фонда, но Эйзенхауэр блокировал любую помощь МВФ до тех пор, пока Британия не согласится на поддерживаемое ООН прекращение огня в Египте. У Идена, столкнувшегося с растущей оппозицией за рубежом, дома и внутри собственного правительства, было мало вариантов. Всего через 2 дня после того, как британские войска высадились в Египте, они объявили о прекращении огня. У французов, брошенных своим союзникам, не было другого выбора, кроме как последовать его примеру. Через несколько дней началась первая крупная миротворческая операция ООН. Когда датские войска ООН прибыли в Египет, чтобы сменить британцев и французов.
Когда они собирали вещи и садились на десантные корабли, чтобы вернуться домой, официально это было хорошо выполненной работой, но на самом деле в Суэце они потерпели унизительное фиаско. Политическое руководство было безрассудным, военные цели неясными, и как только международное давление усилилось, у британцев не осталось другого выхода, кроме как отменить всю миссию. Той зимой под сильным американским давлением израильские войска также были выведены из Синая. Суэцкий кризис заставил Великобританию и Францию признать, что теперь они являются державами второго ранга. Они больше не могли действовать на мировой арене по своему усмотрению, не считаясь с мнением Соединенных Штатов. Британцы усвоили урок – никогда больше не ставить под угрозу свои так называемые особые отношения с Америкой. Для Франции урок заключался в том, что Британия и Америка – ненадежные союзники, и лучше сфокусироваться на более тесных связях внутри Европы. Израиль достиг некоторых целей, в том числе открыл Тиранский пролив для израильского судоходства. Но поскольку Насер все еще находился у власти, будущий конфликт с Египтом и другими арабскими соседями был практически неизбежен. Война на Синае оказалась предвестником гораздо более решительной шестидневной войны, разразившейся десятилетия спустя. Карьера и здоровье британского премьер-министра сэра Энтони Идена были подорваны. Он ушел в отставку, но не раньше, чем солгал парламенту о том, что не знал о секретной сделке с Израилем. «Я желаю своему преемнику удачи. Бог всем вам в помощь. До свидания». Президент Насер, которого прославляли как героя арабского мира за то, что он противостоял европейским империалистам, на самом деле был спасен вмешательством США, Советским Союзом и ООН. Но благодаря его модернизационным реформам, поддержке арабского движения и противодействию иностранному вмешательству, память о нем до сих пор чтят арабы по всему Ближнему Востоку. Влияние Суэцкого кризиса на Америку было, пожалуй, самым масштабным. Падение престижа Великобритании и Франции среди арабских стран означало, что США теперь будут играть ведущую роль в противодействии советской экспансии на Ближнем Востоке и обеспечении безопасности поставок нефти на Запад. Суэцкий кризис ускорил вовлечение США в этот регион. Последствия этого будут ощущаться и в 21 веке. А Советский Союз, используя момент уязвимости Запада, с умелой дипломатией и стратегическим расчетом, укрепил свои позиции на Ближнем Востоке, превратившись в ключевого игрока в регионе. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову.